Не обидно, все только завидуете. Вика Полупан. Вика также специалист-девелопер Smart Business. В том числе Вика развивает наше зарубежное направление. Чуть-чуть. Захочет сама отдельно об этом проговорить. И рады, давайте поприветствуем. Вообще, чего мы не хлопаем? Это вы похлопали Антону, а теперь поприветствуем Вику. Здравствуйте, в общем, как Андрей уже сказал, я уже представилась 2 раза, меня зовут Виктория, и сегодня я хотела бы рассказать вам про кастом-сервисы в Axapti. В общем, если говорить о кастом-сервисах, у нас уже был в рамках SmartTalks 42-й SmartTalks, на котором Виталий рассказывал про кастом-сервисы, он очень детально рассмотрел то есть их возможность их реализации, использования в 12-й Axapti, и то есть в рамках данного SmartTalks я бы хотела, возможно, не так узко и не так детально это рассмотреть, но показать какие-то некоторые отличия между 12 и 7 Axapti и сделать акценты на настройки, то есть на тестирование, на использование, то есть с моей стороны какие-то интересные идеи, как можно использовать нововведения, которые Microsoft перенесли в 7 Axapti для кастомных сервисов. Вот. И то есть согласно данному плану, сегодня я хотела бы буквально несколько слов сказать про кастомные сервисы, про ключевые, по моему мнению, изменения, показать демонстрацию, небольшой простой пример JSON-based custom сервиса, далее примерно описать, как мы можем использовать кастомные сервисы и возможные расширения. В общем, если в общем виде говорить о кастомных сервисах, это некоторый механизм, некоторый API, интерфейс, который позволяет нам удаленно из внешних систем, к примеру, там .NET приложений или каких-то мобильных приложений, выполнять круто операции в Axapti. К примеру, мы можем создавать в определенном формате некоторые реквесты, проходить авторизацию, запрашивать некоторую информацию с Axapti и получать ответ. Также мы можем добавлять данные, изменять и удалять соответственно. Если говорить о изменениях, которые произошли в 7-й Axapti, также известная под названием Dynamics 365 for Operation, по сути, если вы сделали реализацию кастомного сервиса в 12-й Axapti и вам необходимо проапгрейдить ваш код, ваш класс будет работать, за исключением небольших нюансов. Во-первых, одна из самых таких главных особенностей – это то, что теперь нам доступно выполнение кастом-сервисов не только с использованием SAP протокола, то есть не только мы имеем возможность отправлять данные в XML формате, но также мы можем использовать теперь и JSON endpoint. Почему Microsoft это сделала? Потому что считается, что JSON – это формат, который больше адаптирован, чем XML под веб-часть. Он более легковесный, с ним проще работать, с ним работает много аппликейшенов в веб и в мобильной отрасли, его легко парсить. По сути, это как один из стандартных форматов в вебе. Вот. И поскольку новая версия Axapti у нас сейчас позиционируется больше как облачный сервис, то, соответственно, этот формат нам необходим. Это из, так сказать, новой фичи, которая появилась при работе с кастом-сервисами. Далее о небольших нюансах. Если кто-то имел возможность разрабатывать кастом-сервисы в 12-й Axapti, мы могли на настройке сервиса указывать, хотим ли мы, чтобы сервис деплоился автоматически, или же мы будем деплоить его каждый раз руками из AOT. То есть нам необходимо было зайти в AOT и задеплоить сервисную группу или сервис. Теперь у нас опция осталась, мы ее видим из настройки сервиса, но все сервисы, которые мы разрабатываем, они автоматически находятся с опцией автоматического деплоймента. То есть они сразу доступны, и причем они доступны для работы сразу с 2 эндпоинтами SAP и с JSON-ами. То есть вы пишете один класс, одну реализацию, но в зависимости от внешней системы вы можете с этим сервисом работать и отправляя XML и JSON. И также ранее при разработке мы использовали
sysentripo — это атрибут, который мы помечали метод, который является точкой входа в бизнес-логике, то есть тот метод, который необходимо в классе дернуть сервису, когда вы на него стучитесь и пытаетесь получить какие-то данные. Теперь этот, по сути, атрибут вы можете оставить, но он является как необязательной опцией, то есть по факту его система игнорирует. И система определяет, какой метод необходимо запустить, исходя из ссылки, по которой вы обращаетесь для получения информации, или там, ну, то есть ту ссылку, на которую вы отправляете request, JSON или XML. Да. Как из auto-deploy сейчас сервис? Они теперь, просто property осталась на сервисе, опция, но на самом деле мы в нем не нуждаемся. Это как индекс hint в 12-й аксапте. Он есть, мы его можем написать, но система не реагирует на него. То есть по факту ты написал, забилдил проект, и у тебя сразу на 2 endpoint ну, то есть у тебя доступен твой сервис. Вот, да. Если я правильно понял, сейчас точка входа да? Что? Точка входа сейчас автоматически распознается, да? Не то, что автоматически, это просто когда у тебя есть URL, по которому ты пытаешься получить, то есть отправить запрос, на который ты отправляешь, и часть этого URL — это, по сути, операция, сервисная операция, которую мы вызываем. Ну и еще остались старые атрибуты, но мы сейчас посмотрим пример в Visual Studio и посмотрим, ну, то есть, что, по сути, все осталось почти по-прежнему. Вот. И в рамках примера первое — это давайте посмотрим проект, то есть небольшой пример кастомного сервиса с JSON. То есть, как и ранее, по сути, нам был необходим класс DataContract. Что такое DataContract класс? Это, по сути, класс, который в себе содержит какие-то поля, то есть переменные, и набором пар методов. То есть DataContract класс у нас будет определять, по сути, сигнатуру или какую-то, то есть структуру пакета, который мы будем получать на вход нашего сервиса. Ну и, соответственно, как в 12-й аксапте, чтобы пометить пар метод таким, который будет описывать структуру нашего входящего пакета, нам нужно использовать DataMember атрибут. Вот. Ну и тег на DataContract DataContract класса. Вот. Ну и далее, соответственно, сам класс, который описывает. Я здесь создала для примера несколько операций. Каждая из них при получении запроса пытается вернуть какую-то контактную информацию или информацию относительно кастомера. Ну, давайте, допустим, первую операцию рассмотрим. Это получение... Мы имеем возможность сервису вызвать операцию, которой передаем имя или частичное имя клиента, и Аксапта нам должна вернуть список кастомер-аккаунтов, которые, исходя из регулярного вложения, сформированы, подходят под данный критерий. То есть определяем обычный метод, при заголовке используем if collection type attribute, он у нас будет определять, то есть, по сути, этот атрибут нам приносит описание. Я далее покажу, когда мы имеем возможность просмотреть из веба список доступных сервисов на инстансе, список операций в рамках этого сервиса и также сигнатуру, то есть посмотреть, какие входящие параметры нам нужно передать и что мы получим на выходе. И по сути в данном случае if collection type attribute, он нас определяет, какой тип возвращаемого значения имеет та или, то есть операция, которую мы приписываем данный тег. Вот. Ну и в данном примере очень простая бизнес-логика. Мы получаем контракт на вход, проверяем, что у нас заполнен customer name. Кстати, если кто-то еще не имел опыт работы в 7-й аксапте, тут у нас поменялся немножко вызов лейблов. Вот, это такой был маленький челлендж, потому что это вроде бы просто вызвать лейбл, а на самом деле оказалось немного не так, как мы привыкли. И дальше, то есть мы просто проходим по датасету и выбираем, исходя из переданного имя, подходящие customer аккаунты и возвращаем string. Вот. Как нам использовать custom сервис? Теперь у нас Axapta, по сути, это не сервис на уровне операционной системы, это, по сути, веб-сайт, который крутится где-то в облаке,
и у нас вся авторизация проходит сквозь Azure. То есть нам необходимо каким-то образом настроить доступ к нашему сервису, чтобы мы могли внешним приложением достучаться на порт. Как это все происходит? У нас есть Azure, в рамках которого развернута виртуальная машина, на котором, соответственно, задеплоена Axapta, и нам необходимо изначально добавить приложение. Это портал Azure, в нем есть глава Azure Active Directory, и здесь мы можем регистрировать наши applications. То есть, что это может быть за application? Мы можем создать то есть, по сути, это некоторая сущность, которая будет иметь доступ к определенным ресурсам ERP-системы, к примеру, и к самому Active Directory Azure. То есть мы здесь создаем сущность, описываем, какие права она имеет, как мы можем получать доступ, к примеру, выделять ей там ключи, то есть client secret. И далее у нас в процессе коммуникации по данным критериям происходит авторизация, и то есть у нас есть какой-то set permission, который разрешены application. Вот, для того, чтобы у нас был доступ на custom сервис из внешнего application, нам необходимо зарегистрировать app. Мы можем зарегистрировать один единственный application для всех сервисов, то есть сделать его как-то в общем виде. Либо же мы можем под каждый сервис регистрировать отдельный app. Зачем это нужно? Далее я покажу, нам нужно будет на уровне Axapta создать настроечку, где мы укажем application ID и юзера, под которым будет выполняться данный процесс. Соответственно, мы либо можем создать некий сервисный аккаунт с широкими правами, у которого будет то есть много разнообразные права и роли на большой скоп таблиц, выполнение бизнес-логики и то есть создать, соответственно, зарегистрировать один application и далее все сервисы, которые нам нужно выполнять извне, выполнять то есть в рамках одного application. Либо же можем это разделить. Создать много системных execution аккаунтов, у которых будут отдельные, то есть отдельный небольшой набор прав с ограниченными областями, и, соответственно, каждый сервис будет зарегистрирован отдельным образом, и то есть юзер, который получает доступ к вашему application, будет иметь право на просмотр только узкого какого-то сабсета данных. Вот. Да. Это делается вручную? Создается application, имеется в виду в Azure. Да, вручную вы приходите на этот скрин в Active Directory Azure, добавляете новую запись, и что вам нужно вбить, по сути, это уникальные айтишники, которые выделяются, то есть из серии номеров, какие-то гуиды. Вам просто, по сути, нужно вбить application и URL, на который у вас будет стучаться, если вам нужно редирект. В моем случае с кастомными сервисами редирект мне не нужен. У меня во время выполнения запроса будет указана в явном виде ссылка, на которую мне нужно попасть. То есть мне нужно просто создать некую сущность и дать ей права на communication с Axapta и на проверку профайлов юзера в Active Directory. К примеру, если мы попытаемся коммуницировать не через ключи, которые выделяются для application, а мы попытаемся сделать авторизацию с помощью юзера, который находится в домене Active Directory. Вот. И по сути, то есть у нас есть application, а ключевое, что мы будем дальше использовать, это application ID зарегистрированный. У него есть owner и есть настройка пермишенов. То есть здесь мы указываем, на что мы даем permission данному приложению, на какие компоненты, на Azure, API, на Axapta, соответственно, для того, чтобы работать с ее данными и процедурами, и то есть на дополнительные какие-то механизмы, которые нам могут понадобиться в процессе. То есть если мы перейдем на вложенный нод, то мы увидим, какие конкретно пермишены выданы для данного application для работы с Axapta. То есть, к примеру, мы могли здесь указать только Access Dynamics X Custom Services. Просто у меня данный application используется для широкого круга задач и для Data Entity, и для других приложений, потому
То есть я сразу все настройки внесла в один app. И еще то, что нам понадобится в этой части. Извините, еще раз перезайду. Это ключи. То есть, как у нас происходит авторизация? У нас авторизация может происходить с помощью нескольких подходов. Первое, это когда у нас есть пользователь, который, к примеру, есть и в Xapta, и в Active Directory Azure, и мы говорим приложению, что мы хотим сделать авторизацию через определенный домен, указываем логин и паспорт и делаем авторизацию, и происходит проверка. И второе, это мы можем вот тоже из Azure для application выделять ключи. То есть мы, к примеру, хотим создать ключ test2, установить его время действия, допустим, expired in 2 years, и при сохранении нам система сформирует уникальный ключ, который называется client secret. И то есть в чем штука? Если у некоторого человека или application есть этот client secret, то ему не нужно быть юзером внутри Xapta или внутри Azure. То есть просто зная application ID данного аппа и располагая этим ключом, программа может без участия юзера получать доступ к тем или иным данным. Да. Ну, если используются вот эти ключи, получается, не нужно ни юзернейм, ни пароль? У тебя все в зависимости от задачи. К примеру, если у тебя, все мы знаем, что часто используются системы, там, где, к примеру, Xapta может быть мастер-конфиг система, какая-то основная, и у нас есть какие-то вспомогательные, которые коммуницируют. Если у тебя система, которая у тебя там, защищенная, надежная, ты можешь ей в приложение вписать этот ключ, и она всегда будет без юзера иметь access к Xapta. А если у тебя, к примеру, задача стоит так, что тебе нужно, к примеру, это будет бот, который будет проинсталлирован, продеплоен на Skype, и у тебя тогда, ты не можешь просто в код бота зашить ключ. Тебе нужно, чтобы в зависимости от того, кто использует этого бота в Skype, у тебя были разные пермишины, то есть разные security фильтры, тогда тебе нужно делать авторизацию через, то есть для конкретного юзера. Ну, если используется вот этот ключ, То тебе уже ничего под кем тогда выполнится код? Сейчас дойдем до этого. Это вот следующая, так сказать, веточка. То есть представим, что мы здесь зарегистрировали app, к примеру, выделили ему ключ, и дальше нам необходимо пойти в Xapta. И у нас в AX, причем настройка появилась, секундочку. У нас есть такая настройка, называется Azure Active Directory Applications. Здесь мы должны указать Client ID, это по сути Application ID аппа, который мы зарегистрировали в Azure, дать ему короткое описание и выбрать юзера, под которым мы будем выполнять данный процесс. То есть все зависит от того, то есть какой user ID ты выберешь на данной форме. То есть Xapta будет видеть этот маппинг между application ID и юзером. В том числе здесь настройки прав доступа к данным, да? Прав доступа к данным, по идее, у вас будет зависеть от того, под кем выполняется процесс. Да, то есть я поэтому говорю, возможно, есть смысл создавать много аппов на уровне AD, делегировать им разных юзеров с разным набором permission, чтобы... Ну, по сути, это еще один, как это, еще один шаг администрирования, поэтому система усложняется с точки зрения администрирования всех этих ресурсов. С одной стороны усложняется, с другой стороны мы приходим к одному стандарту, потому что там много интересных открывается возможностей использования OpenID, то есть того, что раньше мы в Xapta, по-моему, не могли делать. Да. Я вот когда мобильный терминал новый подключал, я делал точно так же, через этот же механизм. Я получал этот ключ, прописывал его в настройках терминала, и выходит из любого места, в принципе, имея эти данные, могу подключиться. Он работает по такому же механизму. Нет, другое дело, что понимаешь, что... Он, кстати, даже вон мной висит. Вопрос в том, что если у тебя где-то что-то не работает, ты не знаешь, в какую сторону тебе выйти. У тебя получается на
один элемент, еще один дополнительный, ну, такой как ажур, да, ничего себе не маленький. Сложность увеличивается. Ну, знать ажур надо, да. На самом деле, что стало намного проще дебажить, то есть если раньше у нас это выполнялось где-то там в стиле, то есть это было тяжело, сложно дебажить, нужна была там Visual Studio, то сейчас у нас есть только Visual Studio, и можно дебажить почти все, то есть сейчас это очень просто, мы просто оттачимся к процессу, и все, что падает на порт, мы можем продебажить. Ну, на самом деле, это очень сильно экономит время, Виталий. Влад, что ты хотел спросить? Да, я хотел спросить, вот получается, вот user ID админ у нас идет на этом кастом сервисе, то есть получается под админа будут выполняться все процессы, которые шли по ключу или вообще все? Я думаю, что те, которые шли и по ключу, и все, то есть я думаю, что часть, там, где мы можем вводить паспорт и логин, это используется для авторизации, для того, чтобы попасть сюда. Но я не уверена, я этого не проверяла, я думаю, что оно так работает. Вот. Это стоп, лайв дебажить можно? Все дебажить теперь можно. Все Лайв? сервисы. А как? Ну, аифа как такового нету. Лайв. Лайв. Нет, подождите, лайв Там дебажить же вы не не можете. Но вы Ну, всегда вот, да. можете развернуть лайв, перенести себя. на другой сервер. Ну вот, да. И причем, если раньше мы тратили, там, например, 4 часа на релиз, то, допустим, в Live, возможно, нет, но в тот же QF мы можем, наверное, забрать данные с TFS, и это будут вообще там считанные Ну, минуты. тут такой вопрос. Только, понимаешь, как, если мы отвлечемся от твоей темы к вопросу плюсов и минусов, да, если у тебя стоит фура, и ты ее не можешь отгрузить, то, в принципе, абсолютно все равно, сколько у тебя собирается дебаг или еще чего. Тут же вопрос в том, за сколько времени ты сможешь эту фуру отпустить. Окей, но как часто вы дебажили на лайве? Я ни разу. Ну, тут возникает вопрос, сколько у тебя проектов запущенных в лайве. Поэтому отсюда после следует ответ на вопрос, как часто я дебажил в лайве. Мне не разрешают. Извини, пожалуйста. Ну, ничего, ну да, ну просто тут, с одной стороны, есть какие-то сложности, которые возникли по сравнению с предыдущей версией, с другой стороны, очень все интересно, все новое, можно со всеми играться, ну, мы еще поиграемся в конце смартбокса немножко. Вот, в общем, и причем эта настройка, эта форма, она почему-то доступна только начиная с апдейта CU2. То есть у нас изначально стояла CU1, и, ну, то есть без CU, вернее, даже, и то есть я не могла настроить эту коммуникацию, я не могла понять, куда делась формочка. Потом мне уже добрые люди подсказали, что это связано с апдейтом, и необходимо просто его накатить. Вот, часть с настройками, в принципе, с настройками это все. Дальше давайте посмотрим, как, допустим, мы можем это протестировать без отдельного .NET application, то есть что мы можем делать. Ну вот я в тестировании использовала такую программу, которая называется Fiddler. И в принципе, если смотреть майкрософтовские презентажки или, не знаю, какие-нибудь доклады, то часто очень используют эту тулзу. Вот, что нам нужно сделать? Сначала нам нужно на основании нашего application ID и secret key, который у нас есть, мы будем авторизацию с помощью, ну то есть токен получать, без участия юзера, сделать запрос и получить хедер авторизации. То есть мы указываем, что у нас это post request, указываем, с помощью какого домена у нас будет происходить авторизация, то есть в данном случае у нас Binatel. И дальше в строке ресурсов мы указываем, на какой ОС мы стучимся, указываем client ID и дальше прописан secret key. Вот, это все должно быть в виде URL. То есть, если вы просто там вбиваете какие-то символы, у вас будет ошибка авторизации. Есть даже онлайн-тулзы, которые могут обычный текст с различимыми для нас символами перевести в кодировку, то есть в вид, который подходит для URL. Поэтому это, в принципе, не проблема. То есть мы делаем запрос, нажимаем Execute и смотрим, что у нас вернулся авторизационный, ну, то есть мы получили токен, который мы дальше можем использовать для приложения, и то есть уже не отправлять ему секретный ключ и application ID, а уже сразу использовать готовый токен. Сколько же этот токен? Я не знаю, не могу ответить на этот вопрос. 3599 чего-то секунд. Вот, кстати, да. Молодец, Артем. Вот, то есть, У Артема зрение лучше. да, я еще просто не совсем. Корректор есть, да. Я работаю над этим. Вот. Да, теперь нам этот токен необходимо скопировать и вставить в заголовок нашего, ну, то есть JSON пакета, который мы будем отправлять для того, чтобы получить какой-то reply.
Вот. И если мы посмотрим пакет, то тут, в принципе, все просто. У нас есть ссылочка, на которую мы стучимся. То есть это, по сути, адрес, глобальный линк на Accept, сервисная группа, сервис и сервисные операции, которые мы будем выполнять. Я не знаю, хорошо ли видно. Это шрифт. Да. Да. А при этом важно какой тип запроса будет? Пост, не пост, пост, идет? Пост. Пост. Вот. И, соответственно, у нас здесь есть хедер авторизации, который мы получили, и хост, на котором мы стучимся, на котором мы хотим выполнять. И вот небольшой пример, ну, как бы, то есть тело JSON. Один момент я пропустила важный, который хотела бы показать. Мы говорили о том, что у нас теперь все сервисы, после того, как мы их разработали и забилдили, у нас они отображаются для использования в двух форматах. И в JSON, и для SOAP. Мы можем это проверить. То есть нам необходимо просто использовать ссылочку. Вот, то есть можно использовать не такую вот специфичную, просто перейти, ввести имя нашего, ну, глобальный линк к Accept, API Services, и мы здесь получим список всех доступных сервисов в рамках данного приложения. Можем посмотреть, есть и, в частности, сервис, который мы добавили, сервисная группа. Далее сервис и операцию. И если мы перейдем, то мы можем увидеть, то есть, что от нас ожидает сервис для того, чтобы он смог корректно обработать пакет, который мы передаем. То есть дата-контракт, то есть что мы будем возвращать. То есть у нас данная операция get list of cast accounts вернет нам переменную типа string. Где можно информацию взять про дата-контракт? А? Где можно взять информацию про дата-контракт? Swap просто дает эту информацию. Я думаю, можно попробовать через AF Collection Attribute прописать, но я не уверена. Не, ну вот, грубо говоря, у меня есть Мы type, сейчас конечно, тоже да, посмотрим, можем сравнить. Ну вот return нам можно А показать. может, если мы... Мне кажется, через AF дата-контракт Collection атрибут, Attribute можно попробовать. Да, вот если мы допишем вот на всех форметах еще и collection data атрибут, то... Нет, там так прописано, у тебя без этого атрибута у тебя метод не будет использоваться в сериализации и десериализации, если не ошибаюсь. Ну вот у нас тут так посложнее структура. На самом деле, детали, я думаю, что через AF Collection можно сделать не только return, но, мне кажется, и перечислить элементы. Думаете, нет? Вот, но я еще тоже не пробовала. Вот, и когда мы строим, то есть небольшой JSON, мы передадим просто имя, и нам Accept должна вернуть все customer аккаунты, в которых имя содержит имя Виктория. Вот. Ну и, соответственно, вот нам возвращается такой JSON. Виктория была, customer аккаунт и номер. Ну или мы можем попробовать здесь, допустим, не уверена, что звездочка отработает. Давайте попробуем. Вернуть все customer аккаунты. Да, отрабатывает. Вот, ну, такой вот простой пример. А код можешь показать самого сервиса? Да, я еще вернусь к нему, мы еще будем Хорошо. пытаться использовать. Ну, давайте код просмотрим, а потом я еще покажу один из вариантов, как можно интересно использовать кастомные сервисы. Ну, то есть первый метод мы уже рассматривали, у нас довольно-таки простая структура. Просто возвращаем аккаунты, в которых с помощью регулярного вложения смотрим, если есть имя или там, кусочек имени. Вот, и, соответственно, просто string возвращаем. Далее у нас есть... Ну, я бы хотела к функциям дальше вернуться. Я хочу показать использование, а потом мы пройдемся по функциям. Вот у Виталия возникла такая интересная идея перед SmartTalks попробовать написать какого-нибудь несложного бота на фреймворке Microsoft, который будет формировать JSON и отправлять в Accept и получать фидбэк. Потому что есть задачи такого класса, к примеру, у вас есть менеджеры, которые работают с кастомерами.
они работают с кастомерами, к примеру, сейчас очень популярны там социальные сети, мессенджеры. И представьте, ваш менеджер, он работает с кастомером в скайпе. И, к примеру, он, допустим, не работает, не сидя за каким-нибудь там ноутбуком или компьютером, к примеру, он отвечает в скайпе на мобильном. И ему, допустим, было бы неудобно, если бы нужно было запросить некую информацию контактную по кастомеру или там его баланс в системе, там, было бы неудобно возвращаться к Аксапте. Потому, к примеру, было бы круто, чтобы менеджер мог все это произвести, все эти операции, пусть даже несложные, прямо в мессенджере, в котором он коммуницирует с кастомером. Вот. И вот появилась такая идея написать с помощью бот-фреймворка небольшого бота, который будет формировать JSON, бросать в Аксапту и получать какой-то фидбэк и, соответственно, выводить в эмуляторе или в скайпе, то есть куда вам уже удобно будет его задеплоить. Вот. И, соответственно, как я уже сказала, у Microsoft есть фреймворк, который я использовала, бот-фреймворк для построения. Также вы можете загрузить с странички этого фреймворка темплейт проектов, добавить его в Visual Studio и создать небольшой проектик на .NET. Еще вам понадобится бот-эмулятор, то есть, по сути, это тулза, который вам помогает произвести тестирование или запустить, проверить, как ваш бот работает до того момента, как вы его задеплоите в какой-нибудь паблик репозиторий, допустим, Skype или другого мессенджера. Вот. И сейчас я вам просто покажу, как он работает. У меня запущен проект. Я стучусь просто на мою же машину, на которой запущена Visual Studio, на борт, на который задеплоен application, и коннекчусь к боту. Дальше, к примеру, я могу его попросить указать мне всех кастомеров, у которых имя начинается на S. Вот, то есть, или же, к примеру, по конкретному кастомеру получить контактную информацию. К примеру, email. Или же, к примеру, по кастомеру получить его баланс. Ой, прошу прощения, что-то неправильно делал. Мы тоже неплохо посмотрели ошибочку. На самом деле, тут, то есть вывод ошибок можно было по-разному делать. Я просто экспериментировала, смотрела, какие есть возможности, и мне было проще сразу в эмулятор получать текст ошибки осмысленные, то есть в широком значении, то есть, чтобы понимать, что не так происходит. Баланс давай получим. Сейчас баланс посмотрим. Вспомню свой customer аккаунт, на котором у меня нулевой баланс. 40. Вот. То есть, возможно, то есть это выглядит как игрушка, это просто прототип, но на самом деле, мне кажется, это реально может упростить работу некоторых людей. И таких примеров можно много на самом деле построить, хотя то есть у меня не самый презентабельный код в .NET классе, потому что я ранее не использовала .NET особо, но Microsoft настолько все пытается упростить в плане development, то есть у вас есть готовый темплейт, когда вы скачиваете темплейт проекта, и вам остается только, к примеру, дописать какую-то логику, которая вызывает функционал Аксапты, то есть уже API, который предоставляет Аксапта, и просто бросать туда пакет. И каким-то образом парсить команды, которые вы передаете боту. Вот. Я могу в 2 словах рассказать, как это выглядит. Теперь вот работа будет, да? Нет, я могу еще раз показать команду. Тут на самом деле все тривиально. То есть тут еще несколько методов есть операций в Аксапте, которые описаны, которые делают какие-то несложные вещи. К примеру, метод, который позволяет нам по customer аккаунту получить контактную информацию. То есть все прозрачно, проверяем, валидируем дата-контракт. Да. Как там называлась, какой компании? Да, с компанией. Кстати, интересная штука. То есть раньше в 12 Аксапте, когда мы использовали AIF,
мы могли указать при формировании XML Data Area ID, то есть у нас был какой-то контекст операции. Теперь в семерке, если мы говорим о дата-сервисах, там также можно включать теги с указанием компании, но в кастомном сервисе мы не можем это сделать как какой-то, ну, то есть дефолтный параметр. Нам нужно либо добавлять в наш дата-контракт в явном виде, компанию передавать, либо делать, то есть, не знаю, какую-то настроечку брать и делать change company внутри кода, либо выполнять cross-company selecты, либо же, если мы ничего из данного не делаем, то у нас по дефолту выполнится компания, которая является дефолтной компанией для execution аккаунта, указанного в настройке. То есть для админа в данном случае, да? Да, для админа. Ну, то есть, если мы никак это не хендлим из кода или какими-то другими способами, то это настройка на уровне юзера. Я просто имею в виду, что сейчас он вытянул данные из компании. Из user.t, которая дефолтная компания для админа. Вот, то есть, вот тут это просто нужно, мне кажется, знать, потому что это то, что отличается. И, кстати, по поводу информации по контракту. Можно таким же способом сделать как best practice того, что делать определенный метод, который будет возвращать, какие данные нужно вставлять в контракт. Да, можно, но я думала, что ты имеешь в виду отдельную операцию для этого. Ну, Виталий спрашивал информацию Да. о контракте узнать. Мне кажется, это можно сделать какими-то стандартными тегами, просто нужно подумать. Вот написать, какие параметры это передает. Нет, я думаю, это можно в стандарте сделать в JSON. Ну, мне кажется, должно такое быть. Вот, ну, то есть мы получаем customer table из customer аккаунта и ищем по дирпати просто локатор с определенным типом, который мы получаем, ну, то есть от бота, из сообщения там, в Skype, к примеру. Вот. Второй метод таким же образом может достать адрес данного кастомера. И третий, то есть получает баланс. Ну, то есть несложно, очень простая логика, все очень ясно. И я еще хотела упомянуть, забыла, для того, чтобы наш сервис заработал, нам также необходимо создать сервисную группу и сервис. В сервис нам необходимо обязательно указать класс, с которым мы работаем, то есть класс, который описывает бизнес-логику кастом-сервиса, и добавить сервисные операции. Вот. То есть метод, который ранится на классе, и название внешней операции, которую мы будем использовать. А как получается, вот тот же бот понял, когда ты написал get balance, что он понял, что нужно вызывать вот этот вот метод? Мы еще до этого не дошли. Хорошо. Вот, это все, что в Аксапте. В Аксапте все очень просто и почти не отличается от того, что было ранее в предыдущей версии. А теперь тут в двух словах о том, что нужно было сделать со стороны .NET. Опять-таки, установила фреймворк с помощью Nuget на Visual Studio, скачала темплейт проекта из бот-фреймворка, и он мне сформировал проект, в котором есть месседж-контроллер. В этом контроллере уже есть темплейт, который просто от бота принимает на вход определенный activity, в котором есть текст того, что написал человек, если он что-то писал, и экшен, который он сделал. То есть это может быть как какой-то ивент на добавление бота в conversation или на отправку сообщения юзерам. То есть, есть отдельное описание у Microsoft по API этого бот-фреймворка. Вот. И я просто внутри вызываю операцию, классик, который описан WebApp Custom Bot Connector, которому я просто передаю сообщение, которое ввел юзер. И если мы посмотрим в класс коннектора, то есть тут тоже все очень просто. У меня есть глобальный operation path, то есть это URL сервиса, на который я буду смотреть. И есть еще класс, который называется Cast Info Operation Helper. У нас в зависимости от того, какую команду юзер ведет, необходимо ее распарсить, вытянуть часть, которая отвечает за команду, которую нам необходимо выполнить, вытянуть какой-нибудь параметр, который нам нужно будет использовать для формирования JSON вспомогательный. И, соответственно, в зависимости от той команды, которую юзер ведет, нам необходимо выбирать разные сервисные операции и формировать по-разному тело JSON. Тут тоже все просто. То есть в зависимости от кейса, как мы распасили входящую строку, у нас отправляется JSON разного формата,
и Operation Pass добавляется тоже разный. Ну, я, по сути, за Operation Pass и спрашивал. Ну, выбирается в зависимости от команды. То есть, ну, опять-таки, тут можно придумать все, что понравится. Дело в полете фантазии и задачи, которая стоит. И есть еще классик, который называется Client Configuration. Для чего он нам нужен? Нам нужно куда-то ввести данные, которые мы будем использовать для создания реквеста. То есть, чтобы пройти авторизацию и чтобы знать, куда мы будем стучаться, на какой сервер и как мы, ну, с помощью чего мы будем делать авторизацию. Вот. Ну и, соответственно, вы здесь видите тот же Client API, Client ID, то есть ID application, которые мы регистрировали в Azure, secret key. Ну, конечно, его в рабочем приложении так нельзя хранить, это просто как пример. Вот, и ссылочки, то есть tenant это как мы будем, с помощью чего мы будем проходить авторизацию, ссылка на iOS. Вот, и тут еще, ну, то есть опционально, в зависимости от того, какой вид авторизации вы выберете, у вас будут разные данные. То есть сюда же ключ прописывается, да, если мы ключ открыли? Вот же ключ. Secret key. Тут еще может прописываться паспорт и юзернейм. А вот если прописан и паспорт, и юзернейм? Нет, у меня прописано все, но у меня сейчас из логики кода авторизация проходит на основании secret key для application, без юзеров. Вот. И есть еще классик, который непосредственно занимается авторизацией. То есть создает на основании того, что у нас есть начальных данных request, и пытается получить назад токен. То есть то же действие, которое мы делали руками из Fiddler. Вот. На самом деле тут я, как бы, по сути, использую комбинацию двух источников. Темплейт из бот-фреймворка и также на статье Вики про сервис endpoint, ну, то есть сервисы в 7 аксапте, есть код-сниппеты, то есть на GitHub, в которых описывается использование кастом-сервисов. И можно их пересмотреть, то есть, возможно, вам не все подойдут, но какие-то конструкции туда можно использовать, и, ну, это сэкономит вам время. Вот. Ну и, соответственно, сам код бота, то есть получаем строку на вход, некую, которую нам необходимо распарсить, с помощью класса, который мы смотрели уже, который может распарсить команду и то есть засетить необходимые параметры. Мы получаем его инстанс, уже инициализированный, формируем хедер, то есть таким же принципом, как мы делали в Fiddler. То есть отправляем request и получаем назад токен, с которым мы будем работать. Ну и дальше формируем JSON. То есть в зависимости от того темплейта, который нам необходим, в зависимости от команды. И кидаем его в аксепту и получаем назад пакет, который нам необходимо отобразить юзеру. То есть все очень просто, в принципе, все прозрачно и то есть можно осилить. Вот. Ну, в общем виде так это работает. Мы посмотрели, секундочку. Вопрос. Кроме JSON и XML мы не можем реализовать поддержку своих форматов. Кастомным сервисом нет. Может, если ты какой-то middleware сам напишешь, какой-нибудь промежуточный софт, который сможет это преобразовать, да. Я даже вот думала про, если раньше нам в IF были доступны XML-трансформации, и вот Xscala, у нас же, как бы, по сути, в 12 аксапте в IF у нас есть и inbound queue, и log, в которых пишутся сообщения. То есть много функционалов, которые вот делают нашу жизнь проще, там, где мы можем делать настройки гибкие, юзер сам может делать, мы можем как-то смотреть какую-то историю на лайве, чтобы не добавить на лайве. Вот. Ну, то есть много всяких интересных штук. XML-трансформации цеплять для того, чтобы получить там на выходе там, XML другого формата. И вот я либо еще просто не сталкивалась с такими материалами или задачами, но я не нашла ничего подобного. Даже много запросов. Я не нашла. Я и гуглила, и пыталась сама в аксапте по настройкам смотреть. Я, вот, по крайней мере, у нас стоит апдейт 2, я в нем не нашла. Может, где-то есть, я не видела. Но я думаю, теперь у нас есть, по сути, логи Ажура, которые мы можем использовать. Возможно, если есть человек, который более компетентен в администрировании Ажура, то есть это можно все посмотреть. Или ивент-логи, то есть на машине. То есть должны быть какие-то источники. Еще бы хотела бы с вас в этих ссылках
То есть первое, это что стоит смотреть, это на вики ссылка, сервис endpoint, где Microsoft описывает изменения, новые форматы, дает ссылочки на презентации и на страничке, на проекты GitHub, куда можно взять полезные код-сниппеты. Дальше наш коллега написал блог, он рассказывает о том, как тестировать OData сервисы в семерке, но в принципе такой же подход он применим для кастом сервисов и других сервисов, то есть везде, где нам нужно использовать REST. И третья ссылочка — это просто ссылка на страничку Microsoft про Bot Framework, там, где тоже можно посмотреть документы, то есть если у кого-то будет желание попробовать написать бот, который, в принципе, можно куда угодно прикрутить.